Привет! Это канал Озеро с обзором лучшего в своем ценовом сегменте эхолота Firaдар FF188N. Эхолот, который отличается контрастным цветным экраном и множеством полезных функций. Эхолот поставляется в фирменной упаковке и коробке из плотного картона. Внутри нее находятся инструкция, сам эхолот, шнурок с защелкой, чтобы носить эхолот на шее, и двухлучевой датчик со шнуром длиной 6 метров. Он сканирует водоем на глубину от 60 см до 70 метров и работает от 4 батареек типа 3А. Включим прибор, чтобы познакомиться с его особенностями и возможностями. Для этого нажимаем и 2 секунды удерживаем кнопку включения и переводим прибор в режим симулятора. В приборе установлен яркий экран с матрицей Sony. Он обеспечивает высокую контрастность и угол обзора на 180 градусов. Так что все надписи и изображения четко видны, даже если смотреть под углом или в солнечную погоду. Диагональ экрана 2,4 дюйма. В верхней части экрана отображаются глубина водоема под датчиком, температура воды, напряжение элементов питания для контроля уровня заряда. Буква S означает, что эхолот работает в режиме симулятора. В правой части экрана находится шкала глубин и флешер. Флешер отображает сигнал в режиме реального времени. Опытные рыбаки часто пользуются им, чтобы быстро реагировать на ситуацию под водой. Снизу видим данные о текущей частоте эхолота. Это может быть 83 кГц, 200 кГц или одновременно две частоты. Угол луча 83 кГц составляет 60 градусов, 200 кГц 20 градусов. Если вы ловите рыбу с лодки, то лучше пользоваться широким углом. Если на одном месте или из лунки, то узким. Два луча одновременно дают максимум информации и позволяют точнее определить наличие и положение рыбы. Наконец, в центре экрана показана информация о водоеме под датчиком, рельеф дна и наличие рыбы. Сейчас они отображаются в виде дуг. Горизонтальная линия указывает глубину. Управляется она курсором и позволяет точно определить глубину до различных элементов. Кнопки эхолота служат для включения и выключения прибора, а также замораживания изображения, перехода в меню, быстрого увеличения картинки на экране, переключения между лучами сонара. Центральная кнопка джойстик позволяет переходить между пунктами меню и изменять настройки. А теперь давайте быстро пробежимся по настройкам и меню прибора. Меню состоит из 3 вкладок: датчик, системные и продвинутые. Начнем с первой вкладки. Чувствительность датчика изменяется от 1% до 100%. Пользуйтесь одним простым правилом. Чем выше загрязнение водоема, тем ниже чувствительность. Иначе будет отображаться слишком много мусора и ненужных данных. Пункт «Диапазон глубин» имеет значение авто и несколько предустановленных значений. В большинстве случаев режима авто достаточно. Но если вы хотите исследовать определенный слой водоема, то следует включить ручной режим. В этом случае верхняя и нижняя границы слоя задаются в 2 следующих пунктах. Пункт «Символ рыб и глубины» устанавливает отображение рыб в виде дуг или символов, а также включает отображение глубины, на которой находится каждая рыба. Показатель глубины отображает или скрывает соответствующую горизонтальную линию на экране. Симуляция включает или отключает демонстрационный режим. У нас он включен, так как без него мы сейчас будем видеть только белый экран. Чтобы перейти на следующую вкладку «Системные», еще раз нажимаем нижнюю левую кнопку. Подсветка изменяется от 10 до 100% с шагом в 10%. Выбирайте такую яркость, чтобы с эхолота было комфортно считывать информацию. В темное время суток яркость можно снизить, чтобы эхолот проработал дольше. Громкость устанавливает низкий, средний или высокий уровень звуковых сигналов. В пункте единицы выбираем наиболее привычные для нас метры и градусы Цельсия. При сканировании водоема с движущейся лодки есть возможность установить комфортную для использования скорость прокрутки. Обычно, чем больше скорость лодки, тем выше скорость прокрутки. В эхолоте есть звуковая сигнализация о появлении в зоне действия луча рыбы. Размер рыбы, при котором раздается сигнал, устанавливается в пункте «Сигнализация рыбы». Он имеет 3 значения: крупная рыба, крупная и средняя рыба или рыба любых размеров. Интересует только большая рыба. Установите нужное значение и не отвлекайтесь на мелочевку. Чтобы этот пункт был активен, нужно, чтобы рыба отображалась с указанием глубины.
Как это сделать, мы уже видели на вкладке «Датчик». Сигнализация глубины – очень полезная функция. Она сообщит о приближении к участку с заданной глубиной, и это позволит не сесть на мель и не повредить мотор. Последняя настройка задает прозрачность фона меню. Высокая прозрачность дает возможность следить за данными эхолота во время изменения настроек. Переходим на вкладку продвинутых настроек. Установка смещения киля, равного глубине датчика, позволяет избежать погрешности измерения глубины при установке датчика с помощью поплавка. Цветовая схема содержит 3 режима: белый фон, синий фон и оттенки серого. Настройка четкости поверхности позволяет снизить количество помех от плавающих на воде предметов и пузырьков воздуха. Подавление шумов будет полезным, если поблизости работают другие эхолоты или электронные устройства, создающие помехи. Пункт «Язык» служит для выбора языка в меню прибора. Ферадар FF188N – топовая модель в линейке Ферадары в своем ценовом сегменте вообще. Он имеет высокую точность сканирования водоема и обнаружения рыбы, имеет яркий и контрастный экран с большим углом обзора. Благодаря своей функциональности и доступной цене он и пользуется популярностью у многих рыбаков. Если у вас возник какой-либо вопрос или наоборот вы хотите поделиться опытом использования этого эхолота, пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну и как обычно, до встречи на озере!